Привет, друзья! Сегодня классическая задача, дан треугольник, в нем проведены три медианки, и вот большие отрезки медиан равны 6, 8 и 10. И нужно найти площадь этого треугольника, и мы сегодня поговорим немножко, совсем о главных методах, главных подходах к решению геометрических задач. Ну вот первый, главный, основной подход – это алгебраический. Ну а в чем он заключается? Ну, на базе известных каких-то там формул, составляют уравнения, системы уравнений и алгебраическим путем находят все это дело. Поэтому я запишу, очень быстро буду говорить, поэтому не пропустите, либо поставьте скорость медленнее. Алгебра. Алгебраический способ. Ну, что нам известно? Большая часть медиан 6, 8 и 10. Мы знаем, что медианы точки пересечения делятся в отношении 2 к 1, считают вершинки. Ну, тогда получается, что сами медианки равны. Допустим, первая медианка будет равна, учитывая, что маленький кусочек 3, 9. Вторая медианка будет равна, учитывая, что маленький кусочек 4, будет 12. И третья медианка будет равна 15. Правильно? Это будет кусочек 5 меньше. Это две части, это одна часть. Все, 10, 5, 15. Есть. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы найти площадь треугольника по трем медианам. И у нас есть формула медианы. Посмотрите. m со значком а, это индекс а, равно 1/2 корень квадратный из 2b в квадрате, 2c в квадрате, минус а в квадрате. Ну да, она выводится в основном в 9 классе, там теорема косинуса всякая. Иногда более широкая формулировочка. ма в квадрате равно 2b в квадрате плюс 2c в квадрате минус а в квадрате. Смотрите, что получается. Нам неизвестны три стороны. А, Б и С. А, Б и С. Ну вот тогда можно составить систему уравнений из трех неизвестных, где МА, МБ, МС известны, а Б, С неизвестны. Решив ее методом исключения там неизвестных, мы найдем АБС, а потом по Герону найдем площадь. Согласны? Согласны. Тут скажет, не надо ничего этого делать. Я знаю, как относится площадь треугольника всего S треугольника со сторонами А, Б, С, площади треугольника, составленного из медиан МА, М со значком Б, М со значком С. Действительно, для любого треугольника это отношение одно и то же. Ну вот в качестве домашнего задания я предлагаю вам вывести, найти это значение. Ну, посмотрев геометрические способы, вы легко это сделаете. Ну все, задача решена. Где это все найти можно? Ну вот есть пособие наглядной геометрии, автор Казаков. Его можно, если у вас нет, на Валбересе найти, если вам оно нужно. И там на странице 54 есть ключевая задача, где находится площадь треугольника по трем медианам. МА, МБ и МС рассмотрены все возможные способы решения этих задач, а я убираю алгебраический способ, очистить все рисунки и скажу только одну вещь, что в принципе чуть-чуть, слегка можно упростить это все дело, если рассмотреть треугольничек А, М, С, АМС. Смотрите, треугольники АМС, вот в этом треугольнике, да, будут известны две стороны, 10, 8, и медианка, проведенная к третьей стороне, она будет равна у нас сколько? Это 6, значит, это 3. Вот, собственно говоря, используя опять-таки формулу медианы, 4m, ну, в данном случае b в квадрате равно 2а в квадрате плюс 2c в квадрате минус b в квадрате, подставив вместо там А и С 10,8, а вместо медианки тройку, мы найдем вот эту сторону АС, которая Б. И будем иметь три стороны в треугольнике АМС. Верно? Верно. Найдя его площадь и умножив на 3, мы найдем площадь всего треугольника АБС. Почему на 3? Об этом чуть позже. Итак, держитесь, поставьте лайк, кто досмотрел до геометрических методов решения. Геометрические методы решения. Интересно, совпадет с вашим или нет? Геометрические. Геометрические я разобью на 2. Метрические. Геометрические. Способ 1. Способ 1 проведения параллельной. Параллельная. Параллельная. Откуда? Что-то проводить непонятно. Ну, давайте я вот проведу вот так. Раз, из основания медианы проведу параллельную ко второй медиане. К синей. Синей, дам буквы. А, Б, С, А1, Б1,
С1, М и К. И скажу, что я провожу параллельное. B1К провожу параллельно АА1 медиане. Что получается? Во-первых, по теореме Фалеса, учитывая, что B1 серединка АС, и провел две параллельных, получается МК равно КС. То есть они равны по четверочке, потому что СМ это 8. 4, 4. Дальше. БМ это 6, МБ1 это 3, мы говорили, получили 3, 4. Но B1К – это средняя линия треугольника АМС. Ну а средняя линия равна половине основания АМ у нас 10, значит это 5. Хо-хо, как нам повезло. Ну, нужно найти площадь этого треугольника. Его легко найти, конечно, его легко найти. А что потом делать? А он составляет определенную часть от площади треугольника АБС. А какую? Вот об этом и наша теоремка, которая справа. Посмотрите, у нас есть свойство, что медианы делят треугольник на 6 малых равновеликих треугольника. Вот площадь вот этого треугольника, S1 будет составлять 1/6 часть от площади всего треугольника. Где-то найти. Ну, где угодно. В некоторых учебниках-то есть. Геометрия 8 класс, автор Казаков, на странице 90. Разобрано в ключевой задаче номер 1 эта штука. И там есть еще следствие замечательное. А следствие такое, что площадь треугольника АМС, которая состоит из двух таких маленьких треугольничков, это будет 1/3 часть от площади всего треугольника. Вот это все можно там увидеть. Итак, что мы делаем? Мы говорим, что B1К медиана треугольника B1МС, а медиана делит площадь треугольника на два равных. Значит, будьте внимательны, площадь треугольника B1МК составляет половина площади B1МС, а B1МС по нашей вот теоремке это 6-я часть от всей площади треугольника АБС. Получается 1/12 С. Что отсюда следует? Что площадь треугольника АБС в 12 раз больше площади нашего маленького треугольника, закрашенного B1МК. Назову эту площадь, вот уберу эту точку дурацкую, S нулевое. Вот это будет S нулевое. Так. Ну, а как найти S нулевое? В общем случае по формуле Герона, либо как сумеем, ну, нам здесь везет. Почему? 3 в квадрате плюс 4 равно 5 в квадрате. Да? Треугольник прямоугольный, и площадь его половина произведения катетов 6, 72. Ответ 72, задача решена. Ответ 72. Как вам такая история? Здорово, напишите, кто так и решал, а я покажу последний способ. Интересно, сколько зрителей досмотрят этот ролик до конца. Ну, я скажу так, если вы ученик либо учитель, то вам, вообще говоря, даже и повезло, поскольку канал-то образовательный, и мы не просто так бессистемно что-то решаем красивое, мы стараемся вести к такую образовательную линию. Итак, А, Б, С, и способ геометрический, и это второй важный, способ 2. Продление медианы. Напишите, кто им пользуется. Продление биссектрисы, высоты медианы на всю длину, на ее треть. Продление. В данном случае что будем продлять? Это так, это А1, С1М, 6, 8 и 10. И я продлю вот медианку МА1 в треугольнике МБЦ на ее длину. Посмотрите. Вот так. Ну, либо всю медиану на треть. Правильно? Правильно. И соединю. И напишу М1. Хорошо. Что я сделал? МА1 продолжил, либо АА1 продолжил на треть, либо МА1 на ее длину. Получается, этот отрезочек у нас был 5, этот стал 5. Все. То есть вот получается, что А1, М1 равно МА1 равно 5. Вот какое продление. Ху-ху.
Ладно, что получается? Из равенства треугольников вот этого и вот этого, правильно? Почему они равны? По двум сторонам и углу между ними следует, что BM1 равно MC равно 8. Все, я рассматриваю треугольник MBM1. MBM1. Его стороны 6, 8, 10. Ну, поскольку 6 в квадрате плюс 8 в квадрате равно 10 в квадрате, понятно, получается прямоугольный треугольник, его площадь легко найти. Площадь треугольника MBM1, 6 и 8 пополам 24. 24. Но площадь треугольника МБЦ равна площади того. Почему? Вот эти треугольнички равны, правильно? Ну, а МБА1 общий для треугольников МБМ1 и МБЦ. То есть площадь треугольника вот этого, синим выделю, вот этого, МБЦ тоже 24. Все, так и пишу. С МБЦ равна 24. 24. Но она же составляет третью часть от САБЦ. Точно. САБЦ в 3 раза больше. АБЦ будет 3 на 24, 72. И задачка решена во второй раз. В третий раз. Во второй раз геометрическим способом. Итак, 3 способа. Алгебра, уравнения, системы, геометрия, проведение параллельной продления. Это все перекрывает, ребят, 90% задач. Вы можете проследить, это точно так. Ну, плюс-минус, конечно. Я рад, что досмотрели до конца. До новых встреч, всего хорошего. Напишите, каким способом решали вы. А я прощаюсь. С вами был Валерий Казаков. Пока.